Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте поговорим о том, как вакцинировать котят в домашних условиях. Итак, вы уже однозначно решили, что вакцинировать котенка надо обязательно. Это очень правильное решение, так как вы уже прекрасно понимаете, что даже если ваш котенок не выходит на улицу и не будет выходить, то риск заразиться какой-нибудь инфекцией все равно остается достаточно высоким. И это правда. Поэтому ваш выбор вакцинировать котенка тоже бесспорно очень правильный. Вы можете принести инфекцию в дом на обуви, одежде, руках. Например, там, где вы только что пришли, за минуту до вас могла пробегать больная кошка. Выделение больных кошек, слюна, моча, фекалии, а вместе с ними и возбудители болезней попадают в почву. Частички этой почвы в виде пыли и грязи вы и приносите домой на своей обуви. Существует столько способов заразиться, что все случаи и не перечислишь. Поэтому вакцинировать котенка надо, и на авось здесь не пройдет. Котенка надо обязательно привить от панлейкопении, кальцивироза, ринотрахеита, бешенства. Ну и по желанию можно также привить от хламидиоза и лейкемии. Но это уже по желанию. Итак, прививку можно сделать в ветклинике или самостоятельно. Вакцинация в ветклинике имеет несколько плюсов. Это оформление ветпаспорта. Это важно, если вы собираетесь часто переезжать со своим животным или принимать участие в выставках. И это то, что сама процедура будет проходить под контролем ветеринарного врача, для которого вакцинация – это есть рутинная и несложная манипуляция. Правда, есть и минусы вакцинации в ветклинике. Есть возможность подхватить инфекцию, ведь туда ходят люди с разными животными. Понятно, что в хороших клиниках вопросы дезинфекции стоят на первоочередном месте. Но, увы, человеческий фактор никто пока еще не отменял. По закону подлости может так случиться, что только что перед вашим приходом кто-то был с больным животным и просто не успели убрать, или время продолжительности дезинфекции еще маленькое и вся патогенная микрофлора еще не успела погибнуть. Да мало ли что, вам-то от этого легче не будет, если вдруг что-то случится. Поэтому ветврача можно пригласить и домой. Если же ветпаспорт вам не нужен, то можно сделать прививку самостоятельно в домашних условиях. Ничего сложного в этом нет. Прививка котенка своими силами имеет свои плюсы. Это избавляет вас от необходимости ехать в клинику и оплачивать услуги ветеринара, а котенка от лишнего стресса и возможности подхватить инфекцию в клинике. Рекомендации, как сделать укол котенку, очень просты. Уделите внимание выбору вакцины. Это первое. Не применяйте вакцины сомнительного качества. Поэтому лучше чуть-чуть увеличьте бюджет вакцинации и купите один из проверенных препаратов. Новивак, Пюревакс, Феловакс, Биофел, Квадрикет или другие вакцины мировых брендов. На упаковке всегда указано, от каких инфекций действует вакцина. Обязательно осмотрите упаковку и узнайте срок годности вакцины. Для успешной вакцинации животное должно быть абсолютно здорово, хорошо питаться, так же, как и в случае вакцинации в условиях клиники. Перед проведением процедуры за 10-14 дней котенку необходимо провести дегельминтизацию, то есть дать глистогонные препараты. При вакцинации двумя препаратами следует использовать 2 шприца. Лучше всего подойдут инсулиновые шприцы с тонкими иглами. Особенно это важно, если количество вводимого препарата меньше 1 мл. Перед процедурой следует вымыть руки, подготовить все необходимое и при этом не слишком волноваться. Волнение быстро подхватит и ваш любимец. Сделать укол просто. Наберите препарат в шприц, затем выпустите лишний воздух и чуть-чуть препарата, так, чтобы препарат только показался на краю иглы, держа шприц иглой вверх. Затем зафиксируйте котенка. Удобнее, если животное будет держать кто-то другой, хотя многие котята довольно спокойно дают делать уколы. Подтяните наверх кожу между лопатками и сделайте укол в подкожное пространство. Да, место инъекции можно не дезинфицировать, так как это может разрушить часть вакцины. Вводить иглу необходимо достаточно плавно, без рывков, но быстро. Как только игла оказывается в нужном положении, сопротивление исчезает, и вы хорошо это почувствуете. Вводите препарат, постепенно вводите. А потом немножко разотрите место укола.
Как правило, вакцинация проходит легко. Потом обеспечьте животным несколько часов покоя и доступ к еде и воде. Если котенок привык гулять в первые сутки, лучше не пускать его на улицу. В остальном животное быстро оправится от стресса и вернется к прежнему образу жизни. Ну а если вы не уверены, какие нужно делать прививки, или сомневаетесь в своей способности сделать укол, то, конечно, лучше обратиться к ветеринарному врачу, который это сделает легко и просто. В течение суток после иммунизации животное может быть немножко вялым. Если такое состояние продолжается дольше и появились другие клинические признаки, котенка необходимо срочно показать врачу. Но, как правило, такие ситуации на практике встречаются очень редко. В области инъекций может появиться припухлость, которая за пару дней исчезает. Как правило, иммунитет формируется через 10 дней после повторной вакцинации. Поэтому выбирайте, где вам лучше сделать вакцинацию своего котенка. В ветеринарной клинике, дома, но пригласив для этого ветеринарного врача. Или же сделать вакцинацию самому, с учетом тех требований, о которых я сказал выше. Выбор, конечно же, за вами. Главное, чтобы в конечном итоге у вашего котенка выработался устойчивый иммунитет к инфекциям. А для этого необходимо все сделать правильно. На этом все. Пусть ваши котята будут здоровыми. Всего вам доброго и до новых встреч!